Сегодня видео подготовлено по просьбам наших зрителей. Кто хотел узнать побольше о статуэтках из полонного? Ставьте лайк. Устраивайтесь поудобнее с чаем или кофе. Мы начинаем. Когда речь заходит о предметах малой пластики из полонного, сразу же вспоминается, вероятно, самая знаменитая статуэтка этого завода – «Майская ночь». Автор – Оксана Леонтьевна Жникруп, советский украинский скульптор-фарфорист. Жникруп – это девичья фамилия скульптора, а чаще всего пишут Оксана Щербина по мужу. Фарфоровая статуэтка «Майская ночь» изображает двух влюбленных в народных костюмах. Эта статуэтка одна из самых известных и растиражированных в Советском Союзе. Встречается не менее чем в 4 различных вариантах росписи. Статуэтка создавалась по мотивам одноименной повести «Майская ночь» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Васильевича Гоголя. В этой повести чудесным образом переплетаются сказка и быль, народный фольклор, колоритные и древние легенды. История любви главных героев, Левка и Ганны, пронизана добротой, чувственностью, лиризмом. Именно основываясь на этой атмосфере, автор создала такую статуэтку. Это видно в мастерстве лепки, прорисовке лиц и национального орнамента, в глубине красок. Пластичная, редкого оттенка глина и мастерство скульптора ставят работу в галерею классики советского фарфора. Как же начиналось производство статуэток в полонном? Ну что, пройдемся по истории. Надо отметить, что в полонном работало 2 завода. Полонский фарфоровый завод и Полонский завод художественной керамики. Именно Полонский завод художественной керамики специализировался на производстве статуэток, так называемых предметов малой пластики. И сегодня мы будем рассказывать именно об этом заводе. Во второй половине XIX века, после 1861 года, на Волыни и Подолии начала бурно развиваться фарфорово-фаянсовая промышленность. Зажиточные слои населения обязательно хотели иметь изделия из фаянса или фарфора. Были открыты местные богатые источники необходимого сырья, высокого качества каолин, полевой шпат, глины и кварцевый песок. Местные рабочие издавна занимались гончарным промыслом. Такие условия облегчали дело налаживания нового для здешних мест производства. Город Полонное – один из древнейших на территории Волыни. Расположен на реке Хаморы. В течение нескольких веков местечко Полонное находилось на территории Речи Посполитой, пока в конце XVIII века не вошло в состав Российской империи. Железнодорожное сообщение положило начало его развитию. К концу XIX века в Полонном проживало около 10 тысяч человек. Были построены церкви, костел, синагога, работали школы и больницы, развивалась торговля. В это же время появились упоминания о фаянсовом и фарфоровом заводе. Маленькое кустарное предприятие по производству фарфоровых изделий, которое работало в селе Горошки, считается предшественником Полонского завода художественной керамики. Как же начиналось производство статуэток в Полонном? В начале 1890-х годов богатый полонский предприниматель Моисей Бричкин решил организовать свое предприятие по выпуску фарфоровых изделий.
Бричкин был художественно одаренным человеком. Сохранились сведения, что он был неплохим скульптором. Бричкин обратил внимание на фаянсовый завод, который работал в районе вокзала в Полонном. Это новое дело сулит большие прибыли и имеет хорошую перспективу роста. Ну что ж, Моисей Бричкин покупает небольшое кустарное предприятие по производству каменных и санитарных изделий в селе Горошки приблизительно в 1865 году. Энергично взявшись за дело, капитально его перестраивает и уже к 1895 году оканчивает постройку горна и необходимых для производства помещений. Вновь созданное предприятие размещается в 4 помещениях. Фактически это были деревянные избы сравнительно небольших размеров, общей площадью около 170 квадратных метров. Предприятие специализировалось главным образом на выпуске различных по форме и размерам подцветочников, украшенных в большинстве случаев восточным орнаментом и сюжетами, чернильных приборов и статуэток. Из-за статуэток предприятие и прозвали «Кукольный завод Бричкина». Вы спросите, что это за диковинка, подцветочник? Сейчас этот предмет мы называем кашпо. От французского кашпо буквально «спрячь горшок». Декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением. В конце XIX – начале XX века подцветочники, по-современному кашпо, могли выглядеть так. К сожалению, подцветочник завода Бричкина фотографии мы не нашли в интернете. Может, эти подцветочники и не сохранились? А для примера показываем вам подцветочник от немецкой фирмы Графенталь. Бричкин специально посещал большие базары и ярмарки Волыни и Подолии, присматривался к изделиям местных мастеров, которые часто создавали из глины яркие красочные статуэтки, покупал лучшие образцы и затем пускал в производство на своем предприятии. Фигурки и цветы, которые украшают подцветочники, изготавливались отдельно, а затем приклеивались к ним. Фарфоровая масса была как белая, так и цветная, зеленоватая, а также других оттенков. Сочетание разновидностей цвета с оригинальными рисунками и фигурками, высокое качество изделий обеспечивало спрос на выпускаемую продукцию. К сожалению, сохранилось крайне мало полонских статуэток того времени, что, безусловно, поднимает их ценность как художественную, историческую, так и инвестиционную. Вазочка «Красная шапочка» и «Серый волк». Высота 24,5 см, в основании 16 на 11 см. Дореволюционный период, 1910-е годы. В начале 20-го столетия предприятие было частично разрушено из-за военных действий. Выпуск декоративных изделий и предметов малой пластики восстановили в годы НЭПа, новой экономической политики. В 1925 году Бричкин вступил в кооператив кустарей-одиночек и стал бригадиром коллектива при судно-сберегательном производственно-кредитном товариществе. На предприятии работало до 20 человек, и оно выпускало несколько тысяч изделий в месяц. Маленький Дэнди, Том Сойер, высотой 22,2 см, начало XX века. С 1927 года предприятие стало называться «Артель Керамик». Это название просуществовало
около 30 лет до 1956 года. К 1927 году на предприятии уже работало до 35 человек. Рабочие получили расширенные права, по решению товарищеского суда сместили своего бригадира Бричкина с должности и выдворили из города. Эх, не повезло Бричкину. Столько усилий. Бригадиром стал Демьян Ротальский, модельщик с большим профессиональным стажем. В ассортимент предприятия вошли образцы, соответствующие духу времени. Они были посвящены различным рабочим профессиям, героям произведений Пушкина, Гоголя, Шевченко. Пастушок, 1925 год, высота 30 сантиметров. Автор Галина Львовна Петрашевич. Сборщица винограда, бисквит, высота 19 сантиметров, ширина 6 сантиметров. Вторая четверть XX века. Пятисотница или другое название свекловод, автор Стулов, высота 22 сантиметра, 1930-е годы. Частная коллекция. Со слов владельца, статуэтка была куплена на открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве в 1939 году. Статуэтка Евгений Онегин и Татьяна Ларина, бисквитный фарфор, артель керамик, СССР, 1930-37 годы, высота 19,5 см, ширина 12,7 см, длина 11,3 см. Вес статуэтки 800 грамм. В то время молодое советское государство было занято созданием промышленных заводов-гигантов, а маленькая кооперативная артель не имела шансов на предоставление государственного финансирования. На первых порах артели приходилось изыскивать на месте необходимые для работы материалы и оборудование, расширять и по возможности механизировать производство. Были времена, когда фарфоровую массу брали на соседнем фаянсовом заводе. Из-за нехватки красок выпускали белые фигурки в бисквитном фарфоре. Но ребята в артели молодцы. К 1941 году на заводе трудилось 27 работников, а ассортимент расширился до 7 десятков наименований. В предвоенные годы в месяц выпускалось 7-8 тысяч скульптур, и они пользовались большим спросом у населения. К сожалению, изделий того периода почти не сохранилось. Вот одна из статуэток, чудом дошедшая до наших дней, фигурка старика из сказки Александра Сергеевича Пушкина о золотой рыбке. Бисквитный фарфор, артель керамик, СССР, 1930-50 годы. Высота 17 см, ширина 10, длина 16 см. Вес статуэтки 673 грамма. Цена на торговых площадках стартует от 150 евро. В тот период работы предприятия клеймо, как таковое, не ставилось. Приклеивались бумажные этикетки с указанием сортности. Сами понимаете, что бумажные этикетки сохранить со временем очень сложно. Они теряются, и это затрудняет атрибуцию статуэток. В 1930-е годы также могли наносить клеймо штампиком с краской, обычно красной. Нам удалось найти на просторах интернета редчайшую коллекционную статуэтку артели керамик, предположительно конца 30-40-х годов XX века. Статуэтка «Летчик», Валерий Чкалов, автор модели Лоренцов. Бисквитный фарфор, роспись, глазурь, СССР. Высота 28 см, ширина 10, длина 11 см. Вес предмета 732 грамма.
Валерий Павлович Чкалов без преувеличения является легендарным летчиком. Он испытал свыше 70 типов самолетов, составлявших основу советской авиации 1930-х годов. Разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа, восходящий штопор и замедленная бочка. В 1937 году совершил с экипажем первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку, город Ванкувер в штате Вашингтон, преодолев 8504 километра за 63 часа 16 минут. Перелет имел важное имиджевое значение и стал событием не только в СССР, но и в США, где президент Рузвельт принял у себя советских летчиков. Это Валерий Павлович Чкалов и самолет-рекордсмен АНТ-25, на котором он летал в США. Валерий Чкалов был общенародным героем, и совершенно неудивительно, что ему посвятили статуэтку. Если вдруг наткнетесь, ведь чудеса случаются, знайте, что это редчайшая коллекционная статуэтка, цена которой в зависимости от состояния стартует от 1200 евро. Однако, внимание, остерегайтесь подделок. Во время Второй мировой войны на предприятии выпускали посуду для повседневного использования, в основном нужные населению горшки. И только в 1947 году вернулись к выпуску художественных изделий. Оборудование цеха обветшали, требовали модернизации, к которой приступили в 1949 году. Параллельно возобновили выпуск предметов малой пластики из фарфора. Для полонского фарфора этого периода характерны нежные цвета, преобладание голубых оттенков и отсутствие глазури. Большую часть статуэток создавали в бисквитном фарфоре, расписывая солями. Еще одна интересная тема для коллекционирования – агитационный фарфор. Статуэтки на тему рабочих профессий, социалистический реализм. Шахтер, размер 23 см на 14 см, 1950 год, автор Горолюк, по другим источникам автор Скупченко. Статуэтка колхозница со снопом, другое название жница, бисквитный фарфор, артель керамик, СССР, 1940-50 годы, высота 23 см, ширина 8, длина 10,5 см, вес предмета 563 грамма. Статуэтка «Пионерка собирает хлопок», бисквитный фарфор, 1950 год, высота 16 см, ширина 7, длина 8 см, вес статуэтки 252 грамма. Танцующая украинка, бисквитный фарфор, высота 25 см, ширина 10, длина 13 см, вес статуэтки 524 грамма, автор Лина Михайловна По. Настоящее имя Полина Михайловна Горенштейн. 1951 год. Еще одна статуэтка Доярка, размер 26 на 17 сантиметров. Расцвет артели керамик пришелся на первую половину 1950-х годов. Малая пластика, выпущенная в этот период, особенно ценится коллекционерами. Одним из любимых сюжетов, конечно же, была тема счастливого детства. Фигурка «Мальчик с молоточком», фарфор-роспись 1950-56 годы, высота 9,3 см, ширина 6, длина 8. Вес статуэтки 127 грамм. Статуэтка «Мальчик с собакой». Артель керамик СССР, начало 50-х, фарфор-роспись, высота 20,7 см, ширина 20, длина 12 см. Вес статуэтки 795
грамм. Работа советского украинского скульптора-фарфориста Оксаны Леонтьевны Жник-Руб. Статуэтка «Девочка с книгой и собакой», 50-56 год 20 века, фарфор-роспись, высота 12,5, ширина 11, длина 12,5 см. Вес статуэтки 472 грамма. Скульпторы часто черпали вдохновение в сказках. Хозяйка Медной горы, скульптор Галина Львовна Петрашевич, начало 1950-х годов, по мотивам рассказа Павла Петровича Бажова «Медной горы хозяйка». Впервые рассказ опубликован в 1936 году из сборника рассказов «Малахитовая шкатулка. Уральские сказы». Пример литературно обработанного рабочего фольклора Урала. Сказы, выходившие в свет с 1936 по 1945 год, к 2010 году были переведены на 65 языков мира, а к 2019 году уже более чем на 100 языков. Еще одна любимая тема для коллекционирования – это спортивная тема. В предметах малой пластики продолжила традиции советского агитационного фарфора. Несмотря на то, что художественные приемы декора изделий на протяжении десятилетий изменялись, предпочтения отечественных художников по видам спорта оставались неизменными. Чаще всего они изображали конькобежцев, фигуристов, лыжников, хоккеистов и футболистов, героев спорта. Как поется в знаменитой песне Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Конькобежка, размер 18 на 8 см. Автор Масалевская. Модель 1952 года, бисквитный фарфор. В росписи стали выпускать после 1953 года. Эту статуэтку часто называют конькобежка Скобликова. Лидия Павловна Скобликова по прозвищу «Уральская молния», советская конькобежка, единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиады 1964 года в Инсбруке. Специалисты, отмечая легкость, красоту и отточенную технику ее бега, называли ее королевой коньков. Одна из 4 женщин в истории, выигравшая не менее 6 золотых медалей на зимних Олимпийских играх. Интересный факт. Видимо, тиражировали статуэтку конькобежка стали в 1960-х годах во время взлета легендарной конькобежки Лидии Скобликовой, когда ее имя было у всех на слуху. Однако статуэтку начали производить в 1952 году, когда Скобликова еще училась в школе, и все ее достижения были только в будущем. Так кто же стал прототипом конькобежки 1952 года? Моделью для статуэтки стала не менее легендарная советская спортсменка Мария Исакова. В 1948 году Мария Григорьевна Исакова стала первой советской чемпионкой мира в конькобежном спорте. До 1948 года советские конькобежки не принимали участие в мировых первенствах. В 1949 году на чемпионате мира в Конгсберге в Норвегии она снова стала чемпионкой мира. Во время награждения норвежский король назвал Марию Исакову королевой льда. Это король Норвегии Хокон VII. Еще одна известная статуэтка на тему спорта создана чуть позже. Вратарь, автор формы Вячеслав Горковец, автор рисунка Наталья Анцибор. Это тиражная статуэтка, 1964 год.
Полагаем, что прототипом стал известнейший советский футболист, вратарь Лев Яшин. Единственный вратарь в истории, получивший золотой мяч. Ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football, считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Яшин призван лучшим вратарем XX века по версии FIFA, FIS, многих газет и журналов. На фотографии Лев Яшин в матче против сборной Аргентины 18 ноября 1961 года. В начале 1950-х годов с целью изучения опыта лучших предприятий фарфорово-фаянсовой промышленности СССР артель «Керамик» командирует бригаду из 7 человек на один из старейших заводов – Ленинградский завод имени Ломоносова. Артель продолжает освоение новых видов изделий. В ассортименте появляется около 20 новых наименований. Самые яркие из статуэток – Иван-Царевич, Первая буква, Тарас Бульба. Выпускались они заводом долгие годы. Статуэтка Иван-Царевич и Царевна-лягушка. Автор Коломеец. Высота 25 см, длина 24 см. Модель 1954 года. Статуэтку «Первая буква» создала Инна Коломеец, одна из талантливейших художников Полонского завода. Эта статуэтка стала визитной карточкой завода. Внимание! Опасайтесь подделок. Поговаривают, что тираж «Первой буквы» в 1950-е и 70-е годы был так велик, что ее можно было найти практически в каждой советской семье, неравнодушной к фарфору. Статуэтка Тарас Бульба, высота 22 см, длина основания 7,5 см, ширина 6,5 см. На фото статуэтка, произведенная в конце 1980-х годов. Статуэтка тиражная. Автор формы Ксанфий Кузнецов из Киева. Автор рисунка Галина Анна Погребная. Цена в каталогах от 80 до $200. В 1951 году корпуса восстановили, модернизировали часть оборудования. В артель «Керамик» пришли молодые художники, выпускники киевских и одесских профессиональных училищ. Продукция стала изысканной и утонченной, не уступающая по качеству дореволюционным образцам. С 1952 года появилась техническая возможность глазуровать половину изделий. Отдельные фрагменты росписи стали выполняться сочными цветами. Модель 1952 года «Юный лыжник» или «Мальчик на лыжах». Автор Голембовская, Бальзам. Фарфор, роспись, золочение. СССР, 1956-1972 годы. Высота 15,5 см, ширина 6,3 см, длина 8,6 см. Вес статуэтки 363 грамма. Статуэтка «Вышивальщица», автор Владислав Щербина, 1956 год. Как мы уже отмечали, артель «Керамик» – часть истории Полонского завода художественной керамики между 1927 и 1956 годами. Малая пластика этого периода славится во всем мире. Статуэтки отражают историю и культуру страны, дарят эстетическое наслаждение их обладателям. И это очень хорошее финансовое вложение. Статуэтка Илья Муромец или «Богатырь в дозоре», бисквитный фарфор, высота 20 см, 1951 год. В 1956 году артель «Керамик» сделали государственной и переименовали в Полонский завод художественной керамики, Полонский ЗХК. Ассортимент расширился, количество работников увеличилось. В 1970-х годах ЗХК вместе с Полонским фарфоровым заводом
стал частью производственного объединения «Фарфор». Но производство закрылось в 2006 году. Очень жаль. Изделия завода отличаются изяществом линий, точностью росписи и оригинальностью художественных композиций. С 1950-х годов на ПЗХК было создано огромное количество статуэток, которые и сейчас пользуются большим спросом. Показать все статуэтки заняло бы очень много времени. Мы покажем наиболее известные и наиболее интересные на наш взгляд. И, кстати, о клеймах. Полонский ЗХК маркировал свою продукцию вот такими клеймами. Чуть позже мы расскажем о клеймах подробнее, а сейчас давайте любоваться статуэтками. Балерина, размер в длину 23,5 см. Статуэтка тиражировалась с 1956 года. Автор Морозова. В каталогах СССР цена составляет от 45 до 300 долларов. Статуэтка «А ну-ка отними» производилась с 1950 по 1960 год. Автор Голембовская. Высота девочки 17 см, длина основания 12 см. Девочка в белом платьице, сверху фартук, красный горошек, в зеленых штанишках и черных ботиночках. На голове красный бант. У ног девочки брошена большая игрушка медведь коричневого цвета. Девочка в чуть наклоненной позе правую ручку держит в кулачке, а левая рука заведена за спину. Напротив девочки на задних лапках в выжидательно просящей позе застыл милый пес в пятнистом раскрасе. Края платьица, ошейник собаки, элементы медведя и окантовка основания обведены золотым кантом. Как мы уже говорили, очень популярной среди статуэток была тема сказок и литературных произведений. Сейчас покажем вам редкие статуэтки. Иван с ларцом по сказке «Конек-горбунок», автор Владислав Щербина, высота 16,5 см. Очень долго искали фото, вот которые нашли. Статуэтка 1965 года по русской сказке в стихах Петра Ершова «Конек-горбунок», написанная им в 1830-х годах. Главные персонажи – крестьянский сын Иванушка-дурачок и волшебный конек-горбунок. По каталогам цена на статуэтку стартует от 300 долларов. Статуэтка «Аленький цветочек», автор Жникру, высота 21 см. Статуэтка 1965 года. По сказке русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек». Сказка записана им со слов ключницы Пелагеи. Одна из многочисленных версий сюжета «Красавица и чудовище». Сказка была впервые напечатана Аксаковым в 1858 году. Статуэтки по народным мотивам, причем не только украинские. Кореянка с веерами, автор Владислав Щербина, высота 24 см, 1969 год. Статуэтка 1956 года, размер 23,5 на 14 см, автор Рапай. Есть версия, что прообразом для этой статуэтки стала Тамара Ханум, узбекская танцовщица из СССР. Тамара Ханум в переводе с тюркского означает «госпожа Тамара». Настоящее имя – Тамара Артемовна Петросян. Советская танцовщица, певица, балетмейстер и театральный деятель. Народная артистка Узбекской ССР 1932 год и народная артистка СССР 1956 год. Тамара Ханум исполняла более 500 песен на 86 языках и более 300 танцев народов СССР и мира. При знакомстве с Тамарой Ханум
Знаменитая танцовщица Айседора Дункан даже попыталась пощупать позвонки и руки Тамары, так как считала, что не может простой человек с обычным строением тела так танцевать и выполнять столь сложные, невероятные движения. Статуэтка после школы. Автор Молдаван. Высота 6 сантиметров. 1961 год. Часто эту фигурку называют «девочка с букварем». Статуэтка Ромео и Джульетта. Иногда ее называют «Фауст и Маргарита». Автор Владислав Щербина. Высота 26 сантиметров. Статуэтка 1968 года. А это статуэтки довольно частые. Статуэтка «Девушка с грибами», 1965 год. Скульптор Бобик. Высота 13,5 см, ширина 4,5 и длина 9,5 см. Вес статуэтки 161 грамм. Нам тут вспомнилась другая статуэтка, также изображающая девушку с грибами, высотой 17,5 см. Автор Збигнева Шлівовська Вовжинек. Форма около 1957 года. Статуэтка была продана на аукционе в Варшаве за баснословную сумму. У нас есть об этом видео. Приглашаем посмотреть. Ныряйте, ссылочка в описании. Статуэтка «Девушка с куманцом» или «Девушка с кунганом». Автор Бобик, 1956-1970 годы, высота 18 см, ширина 7, длина 9,5. Вес статуэтки 322 грамма. А эту статуэтку узнаете? Только что видели на барахолке в Варшаве. Ссылочка в описании. Цыганка, автор Валерий Албул, высота 15,5 см. На фотографии модель 1989 года. Здесь и далее будет атрибуция по изданию «Полонский завод художественной керамики», «Украинский советский фарфор». Книга издана в Харькове в 2013 году. Автор Людмила Карпинская-Романюк. Валерий Албул всем своим фигуркам придавал портретное сходство. Мужские персонажи – автопортреты, а женские имеют сходство с женой Натальей. Более поздние повторы, к сожалению, этого лишены. Фигурка «Рушничок», автор также Валерий Албул. Роспись Наталья Албул, высота 23,5 см, 1987 год. Обратите внимание на эту статуэтку, очень интересна для коллекционеров. Редкая, малотиражная, в гостях у Солохи. Модель 1985 года. Автор формы Валерий Албул. Автор рисунка Таисия Шуляк. Подглазурная роспись солями, надглазурная художественная роспись золочение. Высота фигурки 21,5 см. Еще одна тиражная статуэтка делалась в период с 1973 по 1991 год. Статуэтка «Любит, не любит» или «Гадание на ромашке». Высота 30 см, ширина 12 см. Длина 16 сантиметров. Автор формы Оксана Жникрут. Автор рисунка Михаил Моцак. И еще одна статуэтка Оксаны Жникрут. Бандуристка. 1965 год. Высотой 19,5 сантиметров. А вот это очень частые многотиражные статуэтки. Нам они попадаются на барахолке практически каждый раз. Приятного аппетита! Или «Повар и кот», автор Мусиенко, модель начала 1990-х годов. Высота 13 см, ширина 6, длина 8, вес предмета 158 грамм. Просто вездесущая фигурка лось. Видимо, выпускали под девизом «Каждой советской семье по лосю».
Высота лося 15,4 см, ширина 5,7 см, длина 16,5 см. Вес статуэтки 368 грамм. Выпускался лось с 1956 по 1991 год. Автор Моцарт. А эта статуэтка Гапак высотой 19 см. Автор Бобик. Годы издания 1973-1996. Русский танец. Модель 1966 года. Высотой 16 см. Автор Бобик. Роспись Недельченко. Выпускалась с 1973 по 1996 годы. Еще один Гапак 1967 года высотой 6,5 см. Автор Чередник. И русский перепляс. Автор Бобик высотой 18 см. Специализируясь на статуэтках, Полонский завод художественной керамики выпускал также декоративные штофы. Вот это казак с бандурой, автор скульптуры Виктор Данильчук, ручная подглазурная и надглазурная роспись, зеленое клеймо второй сорт, соответствует периоду 1973-1991 годов. Высота графина 28 см, объем 900 мл, вес 660 грамм. Фигурный штоф «Петух», авторы Белинский и Полонская, фарфор люстровое покрытие, роспись, штоф Гетман. Это же Богдан Хмельницкий? Как вы думаете? Пишите в комментариях. И, конечно же, штоф с рюмками рыбки. Высотой 26 см, шириной 18, длиной 14 см. Вес предмета 665 грамм. Набор для крепких напитков «Рыба» – это штоф и 4 стопки. Автор Барамидзе. Роспись золочения. Делался с 1973 по 1991 годы. По распространенности рыбки, пожалуй, превзошли даже статуэтку лось и бьют все рекорды. Наверное, на каждой барахолке есть этот набор. Конечно, Полонский ЗХК специализировался на статуэтках, но иногда можно наткнуться и вот на такие необычные чайники. Этот чайник, высота с крышечкой 22 см, сделан в 70-е годы. Как вам статуэтки из Полонного? Интересные? Понравились? Пишите, какая больше всего впечатлила. За этими статуэтками охотятся коллекционеры. Это, конечно же, не Майсон, но, вы знаете, Полонная тоже весьма активно подделывает. Об этом мы обязательно расскажем, но это будет уже другая история. Подписывайтесь, чтобы не потеряться и увидеть наши следующие видео. Не пропустите увлекательное расследование. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока!